надо вот так здрасте говорить. Саня, у тебя камера работает? Да. Очень хорошо. А зачем ты кепку снял? Очень хорошо. Всем привет, рыбачки и рыбачки. Мы на сплаве. На этот раз, чтобы не перегружать кучу шмуток из наших машин в машину трансфера, мы взяли с собой из Риги целый прицеп. Я готов. Костяныч сейчас будет командировать, командирить. Мы будем скатывать прицеп с обрыва. Так что весело сейчас будет, наверное. В прицепе у нас полтонны груза. На этот раз у нас необычные лодки. Позже я покажу, в чем их необычность и какого они размера. Вот. Ладно, сгоняем прицеп. Пойдем посмотрим наш лагерь. Первый лагерь. Я буду вот так притормаживать и тормаживать. Давай поворачивать надо. Вот так, еще. Еще, Саня. Нормально. Давай, пошли. Вот так вот. Лицом на мельце. Нормально, все, есть. Справа. Да. О. Так. На меня. Саня, в другую. На меня. Говорите, тормозите. Так. На Васю. Стой, стой, стой! 32. 32 градуса. 32 градуса, блин. Ну смотри, И все все снесли 32 вниз. на твоем лице. Нет, на лице 31 и 1 градус на яйцах. Всего один, а ты умираешь. А у меня там хорошее кондиционирование. Смотри, на одном месте можно стоять. А? Да, да. Еще бы мне сразу поставить. Ой, красота. Это ж просто красота. Слушай, вот Смола. вот именно из этого, если бы она Получается попала в море, янтарь. был бы большой янтарь. Прям большой. Ну, не очень большой, потому что а потом, когда Прямо скрыло- внутри было? В Да, броне, да, 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 да. Офигеть. А вторая половинка? Вот. А, так ты его кольнул пополам. Да, это была бы такая вот. Представляешь, как она закипела бы, а Красиво. как она будет в костре кипеть? Ой. И вышла час на 4. Сейчас на 6. Нет, на 4. На 8, Вась. Ну вот сейчас будет на 8. Почти. Сегодня Дима еще нашему корешу день рождения. Мы купили подарочную карту ему. И сейчас запаковали так. Мы ее прикрепим к дрону. А так как мы с Димычем ходим на форель, я хочу его научить дрон ловить, чтобы приземлять ему на руку. И вот он придет его ловить, когда после того, как я полетаю, он его возьмет и увидит, что на дроне карточка. Если не увидит, мы ему подскажем. Ну, подскажем, да. Так что сейчас клеим и запускаем дрон. И потом, когда типа, поснимаем, Дима, лови. Димыч, иди дрон ловить. Заели? Да, не дают шанса вообще постоять. Даже после окунания, да, не помогает ничего. Вообще никак. Ни до, ни после. Кусали всего. Это тот самый Димыч. Главное, что имитация. Ты закрой. Квадратные. Вау. Ты же говорил 3 ведра, Димыч, а ты сколько взял? 6? Это 6 маленьких, как 3 больших. А, я понял. 6 на 9. 55,4 килограмма. Да, но это вместе с маринадом. Без кауля. Без косточки. Ну, да, всё, без отлично. косточки. Это нам на закус сосисочки? Это кому что, кого кушать захочется. Это подкопченая? Подкопченая меднику. Очень вкусная.
будет тебе садиться в руку, он сначала не захочет, он увидит руку. Я нажму вниз принудительно, он поймет, что придется садиться. И когда он почти, ты его возьмешь за бока и крепко держи. Пропеллеры выключатся через пару секунд. Попробуй. Что ты не нажал? Надо. Так, подожди. Готов? Да. Держи крепко. Молодец, справился с задачей. А теперь вот посмотри, это отклеивай сверху. что там. Да вы фокусники? Тренировка. Давай выключи дрон. Мужик какой-то? Распечатай. Мужик какой-то. Да. Разбирай. Но только мужика не рви, она тебе пригодится. Это, Димыч, от нашей банды. Тебе карточка к Виталику в магазин. Ну, спасибо большое. За понтончиками и прочими всякими прикольными Супер. вещами. Днем рождения! Спасибо. Доброго здоровья, удачи, Ну, хороших это самое рыбалок, главное. всех благ. Тогда и карточка пригодится. Спасибо, пацаны. Здоровья. Спасибо. А красивым почерком писала моя Лена. Очень красиво, я сразу обратил внимание. А Вася анекдоты рассказывал в это время. Вася, ну ты видел, как коряво приклеено было. Так, ну что, лагерь, конечно, цивильный, обустроенный. Может быть, завтра у нас будет более дикий лагерь, а может быть такой же. Завтра мы планируем дойти до одной из рек, которая впадает в Гаую, и попробовать там половить форельку. Сегодня, чуть позже, мы с Димой сядем в лодку. Он возьмет нахлыст, я спиннинг. Спустимся немножко ниже на перекат и попробуем что-нибудь поймать. Вот. А лагерь, смотрите, здесь даже туалет есть. Вот. Палаточки мы расположили под деревьями. Солнце будет вставать там, за деревьями и за кустами. То есть какое-то время у нас палатки будут стоять в тени. Выход на реку. Там костерок. Погодка прекрасная. Не знаю, что будет в выходные. Вроде как жара должна быть. Вот сейчас немножко стало попрохладнее. До этого очень сильно пекло. Ну, пойдемте покажу берег. Здесь глубина по горлышко. Дальше идет отмель. Такая длинная коса. Она идет почти до самого переката. К нему мы хотим спуститься на лодке, потому что там периодически бывают выходы какой-то крупной рыбы. Река спокойная, ветра нету. Красота. Вещи мы все уже разложили. Лодки у нас надуты, то есть мы готовы к приключениям полностью. Сейчас четверг, вечер. И сплавляться мы будем до воскресенья. Маршрут у нас небольшой, порядка 30 километров, потому что мы хотим больше не плыть, а именно вот ловить рыбу. И также мы хотим, чтобы у нас было больше времени на то, чтобы найти хороший лагерь какой-нибудь, а не останавливаться где попало, когда уже нас будет настигать темнота. Кого будет настигать? Нас. Всех? Нет, по очереди. Кроме Лысого из Бразерс. Попался! Голавль, да? Да. На колебалку маленькую? Нет, на жука. Костяныч, а ты решил прям 2 вида помидоров цепануть? Да, и правильно сделал, потому что я подозревал, что не доживут эти крупные, они быстро трескаются. Так тогда маленькие может вообще запаковать и на завтра оставить? Так там еще много. Ну, Димыч, покажи, что ты тут понавязал. Да, это остатки былых. Остатки былого хобби? Былого хобби, да, там несколько лет назад там занимался, еще что-то осталось. Ну, что вот на головле лучше всего?
Наверное, в данный момент лучше будет имитация майского жука. Ага. Можно будет пробовать. А вот эти гусеницы, наверное, красноперка? Гусеницы я так попробовал, когда только начинал вязать, попробовал связать. Не А знаю, что это за петушки вот эти? Вот? Это, кстати, очень интересная муха, Пер- вуллибагер называется, А. имитация пиявки. А, ничего себе. Да, в общем-то, против течения в основном проводкой То на есть- себя. У тебя с собой 2 коробочки, Да. да? А что в той большой коробочке у тебя? То большой бардак. Ну, показывай. А, понял, воблера и так далее. Да. Ну, у тебя тут форельное все. Да. А в той коробочке что у тебя в мешке? Хариусовая, да? Тут тоже такие маленькие. Ну да. Я понял. А ты ту мою взял, которая Бардачок. большая вертушка? Двойка. Да, я взял. Я же еще себе заказал такие же, другого цвета. А, заказал, да? Да. Это вот, эта муха на Хариуса осенью хорошо работает. А на тонущая? Нет, по поверхности. Слушай, какая она маленькая. Мгм. Что это за номер крючка? 12-й, наверное. Если даже, 14-й. если даже не 14 или 16. Офигеть. Офигеть, какая маленькая. Ну-ка. Нифига. Комар, короче. Как комар, да. Комар. Вот смотри. Чисто комарик. Никак. Хотел одной вилкой обойтись. Да руками, Костян, бери, чё? Ну да, что толку-то. Пахнет очень вкусно. Очень. Очень вкусно пахнет. Вот смотри, у нас одна баночка заняла 1 ряд. Так у нас будет 4 ряда. 4, наверное, ряда. Давай 3. Шашлычный ряд у нас, да? На завтра. Руком. Костя, лайфхак показать? На шампуре. Показать лайфхак? Да. Лайфхак, который мы уже проверили, что он работает. Вот таким образом у тебя кольцо уже, Кость, никогда не слезет никуда. слетит. И не откроется эта штука. Можно, ныряй в воду. Крутяк. И тогда тебя не будешь жрать слепни. Есть перчатки. Ну вот так можно пробовать. Так положить. Горит, ребята. Не, Кость, нормально было. Нормально было? Надо резать или просто на веточку? Веточка. Ух. Готовченко. Ох, шкурка моя. Шкурка моя, ты по мне скучаешь. Ну и нюх у тебя. А вот. Ну ты прям... Я спалился? Я на два хлеба разделю. Осторожно, я не то что экономлю. Не боись, Димыч. Да. Ел я уже перец, помнишь один раз? Да. Ну что было с тобой? Шапку стал носить после Я этого. даже знаю, Башка загорелась. Я спотел без даже бани. предполагаю, в каких обстоятельствах ты ел перец вдруг. Нет, никто не заставлял. Кроме Сани, наверное. Это не было насилия. А еще бы так сделал, вот чисто сам по себе. Значит, это было насилие. Какая вот вкуснота. Красота. В этом деле главное хромать не начать.
Я после свалился. Почти 9 вечера. У нас в Латвии светло будет еще до 11:30. Сейчас первые выходные июля. Можно сказать, белые ночи. И вот сейчас покушали. Поедем с Димой на перекат. Ну, такой порожек небольшой. Он попробует половить немного нахлостом, а я покидаю немножко спиннинг. Чисто так, вечерком продышаться, погрести, немножко потренироваться перед завтрашней рыбалкой. Вот. Немножко половим до сумерек. Ну а потом будем уже сидеть и смотреть на костер. Посидим, да, часика, наверное, и пойдем спать. Завтра у нас интересный длинный день в лодках. Так что погнали закидывать удочки. Сплавляемся по течению, да? Сплавляемся, да. А ты будешь на муху ловить в струе или рядом со струей? Я попробую рядом со струей. Стану, где отмель, Угу. и чуть-чуть в бок буду кидать. Ну и потом попробую. Здесь попробуем, если хариус есть, Угу. пробуем его поймать. Если нет, тогда попробуем там вдоль берега под травой насчет майского жука. Угу. И Голавлика, если да? голавль, да? А ты приманки взял, да? Да, взял. А ты, я смотрю, немножко дистанцию увеличиваешь с каждым забросом, да? Да, когда чуть разматываешь шнура. Струя самая здесь. Угу. Дима, на стрекозу взял. У дна, у камней. Между камней? Да. Хорошо атаковал. На вертушку не хотела, вот видишь, стрекоза привлекла. Вообще глухо. Причем, когда приехали днем в жару, были атаки. Ну, ребята так ради баловства закидывали. Ловилась рыба. Я вот одного окуня вымучил кое-как у дна на стрекозу, на джиг. И все. Ну,
Побаловались и хватит. Завтра, послезавтра целые дни в лодке. Так, сегодня так потренировались. Завтра будем дубасить рыбу. Сейчас надо чайка попить. Уже 11 час, скоро темнеет. Ох, красота. Дима, с днем рождения. Ну, спасибо. Будь счастлив. Как иначе? Ну, пробуй, как там, кренделечек С ягодками. с ягодками. Кисленькими. Тоже не ходит через них. Игорь, все, ты спать? А? Ты спать? Да, пойду. Ну давай, спокойной ночи. Доброй ночи вам. Кнопочки ставишь. Вот на предпоследнюю и на предпредпоследнюю. А рядом или на расстоянии вот так? Ну, не рядом, в одном ладу. Давай дальше какую? Третье окно выходит к морю. Ровным ветром дышит океан. И когда мне грустно в старом доме, я сажусь у третьего окна. Первое окно выходит в поле. Синий лес поднялся до небес, и от солнца лес создал завесу от вопросов скрыл ответ. А вы знаете, что ламы, молодые ламы-самцы, Все домики? не, милые такие, пушистые ламы, Заманивают. нет, они в конкуренции со своими одновозрастными ламами, самцами, ну, играют, дерутся и откусывают им яйца. Да ты что? Да. Игра такая? Нет, конкурентное это выживание. Ужас. А потом что он делает с вкусными яйцами? А вот По дальше, гитаре. я не знаю, скорее всего выплевывает. Не факт. Он был... Нет, так, ладно, этот-то выплевывает, хорошо. Тот, кому откусили, Тот, кому откусили, все, выбывает из борьбы да, за самку. и борется за самца, да? Хер с ним, буду мыть посуду. Дальнейшее скрыто мраком тайны. Дальнейшая Знаете, судьба Костя, у тебя, откусанных самцов. Истории в голове у тебя живут. Нахера тебе эта информация? Вот именно, Дима. Хера она мне нужна. Я решил поделиться. Ну реально. Такой же, как ты прислал кто-то мне Да. эту информацию. А он ее передал дальше. Да. Теперь мы будем носителями. Понимаешь, что мозг, Когда-нибудь. мозг, он как жесткий диск, он записывает все, что ты когда-либо видел, слышал. Ну, это думал, проблемы придумал. мозга, а не мои, Да. Дима, проблемы. И это все всегда хранится. Как воспоминания из детства, ты прям отчетливо помнишь запахи, картинки, там, О, да, еще. действия какие-то. Это все есть. Вопрос, вот как это оттуда достать. Оно само достанется, когда надо. Когда молния ударит. Когда тебе 85 будет, у тебя... Таких проблем не будет. Ты уже все равно ничего, даже не будешь знать, как тебя зовут. Не-не, у тебя как раз... Не то, что вспоминаешь, что есть Как картинка. раз кончится этот облако, Пубертатный кончится период. диск, и он начнет перезаписывать сначала, но перед тем, как он будет перезаписывать файлы, он тебе будет их предъявлять. Нужны Спрашивать. они тебе или не Снять нужны. И поэтому старики очень хорошо помнят вот эти вот юные годы, детство, младенчество, Ладно. подробности. Старость. Старость, смерть. Саня, у тебя камера работает? Да. Очень хорошо. А зачем ты кепку снял? Очень хорошо. Еще один боец покинул роту. Ты спать, да, Костяныч? Я взял 3 чипсины. 3 чипсины? Ну-ка, покеш. Таблетка сна. Да?
Всем рекомендуешь? Да. Давай, Костяныч, спокойной Чао. ночи. Одну уклейку поймал на блесну. И все. Ты не поверишь. Уклейку на блесну. Да. Ну все четко, запас как надо. Все по-взрослому. Дно нырнул. Здесь встать нельзя, да, только крокодилы играют. Что это, Костян, ты за башенки строишь? Это обед каждой лодки. Лодка, лодка, лодка. Лодки-то 4. Так вон у Дима уже себе взял. И мое тоже. Ишь ты. А почему у тебя один помидор и один огурец? Но он же один в лодке. Кажем по помидору и по огурцу. А, точно. И по 2 кусочка хлеба. Видишь, невыгодно быть владельцем, обладателем одной лодки одному, да? Да, Таки пайку посмотри, двойную не в плане выдают. плане хлеба, сосисок огурца и наоборот. помидора невыгодно, в плане сосисок выгодно. А, точно, да. Что думаешь, палочка сломалась? Отслужила свое. Но ты решил продлить немножко срок эксплуатационного Ну, периода. хотя бы до конца этой рыбалки. Да. Да. Произвести обслуживание. Это плановое. Мгм. Ты, главное, не перемотай по количеству скотча, чтобы не получилось, что себестоимость скотча была больше, чем себестоимость палки. А что с твоей палкой не так? С моей Костя все отлично. Нет, ну Палаточные проблемы, да. я тебе могу, у меня есть новые палки, мы можем с тобой приедем заменить. Посмотрим. Не, вроде будет. А у тебя расслаивается, что Да, ли? да. Теплоход Константин встает на погрузку. Да, причем это у нас А ты сухогруз или танкер? с одной стороны у нас Константин Попов, а с другой стороны Дмитрий Беляев. Да. Знаешь этот анекдот, когда никто не хотел красить старый теплоход, и тут подвязался Мойша, ну все, покрасил, договор заключил с пароходством, покрасил теплоход. Но приемочная комиссия приходит, вот, теплоход покрашен, он объезжает теплоход с другой стороны, а там он ржавый с другой стороны. Говорит, Мойша, ты что, офигел? Он говорит, смотрите, пожалуйста, договор. Вот тут написано. Мойша с одной стороны и теплоходная компания с другой стороны. Договариваются о окраске, Об да? окраске. Да. Вася, почему ты громко не ржал? Ты очень аутентично Знал, ты ржал. выбрал звук из видео. Он знал этот анекдот. Я тихо хихикал весь анекдот. Утренняя суета перед отплытием
или отчаливанием, или походом, кому как больше нравится. Вот, в лагере мы, как всегда, оставили чистоту. Все чистенько, все убрано. Все, что можно было выкинуть, мы выкинули. Все, что можно было сжечь, мы сожгли. Погнали на рыбалку. Сегодня наша остановка будет у впадающей речки, в которой водится форель и хариус. Вот там у нас будет лагерь. Не знаю, как он выглядит. Не знаю, обустроен ли он или нет, но вместе это и узнаем. Вода. Тут вот еще один лагерь есть с песчаной косой и мощной вот такой вот обраткой. Ну тут, наверное, было получше. Не знаю, я там 2 головлей поймал. Ну что, начинаем рыбалку, ребят. Для начала поставлю вот такой битый временем крэнк, на который на этой реке очень хорошо у меня ловился и голавль, и жерех, и щука, и трофейная рыба. Он так идет интересно. Если медленно тянешь, он ровно идет. Быстрее он начинает немножко в одну сторону уходить, потом в другую сторону уходить. Так что пробуем. Может быть, немножко дальше надо отойти? Не, нормально. Да, мы можем обрабатывать туда вниз против течения, как я ту большую щуку взял, помнишь? А тут болотинка, смотри, Игорь. Блин, влезь бы в нее. Вот тут около утеса мы обнаружили такой заливчик. Видите, маленькая протока. И там такой как пруд образовался. Вот мы думаем, что по высокой воде, может быть, щука могла туда зайти. Попробуй чуть-чуть протащить. Сейчас мы это и проверим. Сходим туда, попробуем. Ну что, погоди пока, наверное, давай закинем. Вода мутная, как будто здесь эти линии носились, караси. Ну, лениты с карасями тут точно трутся. Гадалки не ходят. Вот по поводу щуки мутновато. С горы мути нагнала дождь. 5 узел, да? Да. Слышь, Игорь? Да. Срезай поводок, все, заматывай просто, я тебе дам другую катушку. Тут, правда, леска такая конская стоит на щуку, да, весной. отличная леска. Для меня будешь это толстый ловить? Да. Да, для меня это нормально. Ну, на, Игорь. Блин, показалось, что летит. Спасибо. Слушай, ну откуда такая муть здесь, а? Ну как? Страшно мутная. Рыба поднимает воду. Мутит. Особенно как крупная маханула и все. Я думаю, были дожди, этот пруд в котловане, и вот с горы намыло. Ну, может, она здесь все время мутная. Ты знаешь, если линей много или карасей, Да и красноперка копается тоже. Еще нет.
А вот караси, линии, вот все мутят. Они копаются. Да. Ничего у нас тут не получилось. Вот, но я сейчас в очках видел. А вот смотри, тут играла. Да, сыграла что-то. Большая черная рыба в толще воды. Вот так по диагонали прошла. И вот в ту травку. Похоже, линь. Постоянно какие-то разводы. Линь здесь есть в этом заливе, но вот тогда на удочку надо было бы нам становиться. Но мы-то на спиннинге приехали, поэтому не будем изменять своим привычкам. Рвем в реку. А, смотри, как стрижи красиво летают. Спасибо, постараюсь. Солнышко. Козырька нет. Глубоко засол. Слушай, ветер такой поднимается, да? Идем уже 2 часа. Вообще ни на какие приманки ничего не реагирует. Очень жарко. Вода мутная. Вот. Вертушки, микроджиг, джиг, воблеры. Кренки. Переходим на твичинг. Пробуем твичить. Но вода очень мутная. Вот, ну, впереди еще длинный путь, и я думаю, что что-то мы обязательно поймаем. Может быть, сегодня вечером форель. Сначала попробуем такой щучий размерчик. Хороший каменюга, хороший. Прошли мы около 8 километров. Пару таких незначительных ударов. Река вообще мертвая, ну в том плане, что что-то не нравится рыбе, слепней сбиваешь себя, кидаешь в воду. Вот если вчера вечером около лагеря слепень не успевал даже метра проплыть, его съедали, то сегодня слепни плывут, пока их вот видно. Слепни, стрекозы. Может, чуть попозже начнет. Тут бывает так, раз, ничего, потом часиков 4 просто такая двухчасовое вываживание постоянной рыбы. Вот, но до вечера еще далеко, но фишка в том, что мы подходим к нашему следующему лагерю, к реке. Вот там она впадает. Наши друзья уже ждут нас там. Вот, так что будем тусить, отдыхать, купаться, дожидаться вечера. И ближе к вечеру сделаем обязательно вылазку на лодке. Здесь течение довольно спокойное. И еще половим обязательно. Нужно, ну, рыбки жареные-то поесть охота. Так что все еще впереди. Сейчас перекусим и пойдем на Хариуса. Пойдем посмотрим лагерь наш новый. Какой тут запах прогретого леса, хвойного леса. Слушайте, ну жирный жир.
Огнище просто, а не лагерь. Вот такая поверхность. Приятненькая. Шишечки. Когда будем ставить палатку, нужно быть осторожней. Место для костра. Вот какая-то есть треножка. Если бы у нас была рыба, можно было подвесить вот так над костром и вялить ее. Место хорошее, да? Место хорошее. Димыч, ну что, будем сегодня вялить хариуса над костром? Легко. Главное, Да. соль взяли? Соль взяли, много соли. Ну все. Ну что, Ну все. таскаем вещи, перекус и срочно за форелью. За хариусом? Ну ладно, за хариусом. Как сосисочки? Огонь. Я на кой вот хариус с ямы вытаскивал такую стрекозу. С такой ямы 1,5 метра. Потому что он стоял крупный внизу и не поднимался наверх, вообще не реагировал. Ну что, Костяныч, тогда, может, пока ничего не готовим, да? До вечера, пока мы не придем. Тогда пожарим сосиски. Как думаешь? Да? Я макароны тебе все-таки вечером сделаю. Макароны, это хорошо. Я их обратно в город не повезу. Макарончики, да? Да. Макарончики с тушеночкой, с курицей, с сосисочками. Без картошки? Без. Only макароны. Потому что у нас рыбы-то нету. Пока что. Пока что. И с шашлычком туда же, чтобы не испортить. Все, погнали мы, Костяныч. Давайте. Погнальщики. Ой, хорошо поели. Оделись в противокустарниковую одежду. Вот. Вот так вот. И смотрим, у нас с лагеря идет вот такая тропиночка вдоль реки. Вдоль нашей форельной реки. Сейчас нам остается только проверить. Также не клюет сегодня форель, как остальная рыба. Или все-таки у нас что-то получится. О, есть! Не. О, красавица, хариус большой. Бери его, красивый очень. Отлично. На динамике. Очень красивый хариус. На белую, да? Да, поставил. Правильно, правильно. Ой, какой красавчик. Очень красивый. Покажи парус. Слушай, парус яркий у него, как на гауе. Красивый, очень красивый. Отпустим, отпустим. Да, отпустим. Побольшего возьмем, этого давай отпустим. Ну, отпускай. Под кустиком стоял, да? Да, в струе. Вот там коряга. Ага. В корнях стоит. В каких? В этих прям? О! Ага. Хорошая, да? Отличное место, Дим. Гоняется, видели, да? Из бревна выскакивает, гонится и не берет, балуется.
Балуется. Он бежит, бежит. Он бегает сзади, блин. Смотрите, сейчас побежит форель маленькая за блесной. Вон он бегает, бегает, бегает. Вон, выбегает. Слушай, Димыч, у меня большая вертушка, а берет пока у меня одна мелочь. У тебя покрупнее была рыбка. Может быть, это мелкая надо? Не знаю. Крупная. Да? Вот из-под того бревна я и взял. Такой вот проводкой. Сейчас покажу проводку. Вот так вот. Вдоль, 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 вдоль. Наверное, она там одна стояла. Да, похоже. Ну что, удалось хоть обрыбиться. Не крупная форель. Не крупный хариус. Вот. У меня с хариусом похуже. Для него вертушка великовата. Ну, для мелкого хариуса. Вот. Форель крупной пока нету. Может и не будет. Но, блин, по крайней мере, клюет и есть рыба. А там мы еще успеем наловиться. Завтра целый день сплава. В воскресенье плыть еще. Так что прикольно погулять вот так вечерком и поискать лососевого хищника на такой лесной речке красивой. Что у тебя, Дим? У меня 4 форели. Ханьсков по 25. У меня тоже. Как бы рыба есть. Да, с форелью все в порядке. Хариус атакует мою, но не заглатывает. Крупновато, блесна. Местах, да, он догоняет, Да. бьет и даже по 3-4 раза. Рядят. Да, на 2 раза атаковала тебя. О, видел? О, есть. Опять гналась, Димыч. Так она цепанула, да. Цепанула, да? Хорошая струя. Но за палку не выходит, смотри. Ага. Ага, в этот раз не прыгнула. Наверное, все, я такую проводку сейчас длинную взял. А ты, наверное, ее уколол. Да, не среагировал вообще. О, есть. Где форель крупная, Дим? Где-то не должно. Тут прям грязная. Нет? Нет, тут глубоко. Чистая? Да. Как думаешь, накрывать тентом? Вчера пригодилось. Блин, такая жара, кажется, что не нужно. Я думаю, можно попозже посмотреть. Я думаю, возможно, ночью ливанет сейчас. Да? Да. Тучи сгущались.
Сашина любимая? Да, Саня без макаронов не может на рыбалке. Не, была бы рыба, конечно, он бы не ел макароны. Но рыбов нету. Вы, говорит, рыбов продаете? Нет. Видел, да, это? Не видел? Да это мем такой известный. Это фотка там, какой-то российский город. Площадь заледеневшая, такая зимняя. Мужики в ушанках стоят и на лотках продают мороженую рыбу. И коты вот так сидят перед ними. И надпись такая: вы рыбов продаете? Мужик такой: нет, просто показываю. Красивая. У нас остался шашлык. Мы будем резать шашлык и делать с ним пасту. Пасту с курицей. Фарфале. 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 С кекова. Показывай. Какая рыбка. Это золотая прям. Золотая, да. Чисто. Я такой не видел. По щучью голову. Макарошки. Да. Какой гигантский дуб замыло. Ну что, проверим корень. О, ты видел? Вон, есть. Причем она сначала взяла, когда я через бревно перекинул нечаянно, знаешь? Да. Ну кто это? Ну форель вроде, да. Видим, так по весу на уху наловили, да? По весу, да. Оба, пошла. В общем, ребят, жадные мы твари оказались. Шли мы уже, скоро будет 4 часа, как мы ловим. Поймали целую кучу некрупной форели и умотали на 10 тысяч шагов от лагеря. Ну, рыбацких шагов. Не знаю, сколько это в метрах, я не включал режим похода, но думаю, километров на 5 мы удалились. Уже 9 час, вернее половина 9, и мы пытаемся, ну как пытаемся, просто идем, возвращаемся к лагерю. Сколько, не знаю, минут, наверное, 50, Димыч, у нас займет эта прогулка сейчас. Я думаю, час, да. Час.
Вот, так что пойдем в лагерь. Уже надо было перекусить. Может, выйдем в лес, Дим? Давай в лес попробуем. О, вот тут, может, полегче будет. Пойдем по лесу, будем мониторить речку рядом, чтобы была, да? О, какой запах в лесу. Клевый. Грибов еще не видать. Начало июля. Слушай, ну вот мы с тобой в этом году уже по лесу помотались, да? Не говори, намотали А ты же еще только с похода? только с похода. Есть. За эту неделю у меня одна ночевка дома только. Круто. Если что, никуда не уходи. Если будешь уходить, говори, да? Да. Ну, похоже, тут иногда походники ходят. Есть места, где вот так условно протарена тропа. Иду, Дим. Дима решил идти по воде. Вон он там внизу. Мне хочется проверить на будущее, может быть, чтобы знать, как тут тропка в лесу, чтобы конкретные, может быть, точки на речке посещать. Димыч, Димон, спускаюсь с утеса. Там невозможно идти, там глухой папоротник. Главное не спровоцировать сход лавины. Мы вернулись к костям. Да. Вы красавцы, молодцы, ничего не поймали. Поймали много. Зато живыми вы вернулись, это уже хорошо. Ну блин, камера зато вон, смотри. Ну да. Лучше бы ты старую взял. Не знаю, сохранились ли там файлы, не сохранились. Нырнул я сейчас капитально. Ага. Ну, что готовим? Макароны твои любимые. О, вкусно. На шашлычках. Смотри, курочка какой сок дала шикарный. Там уже даже поджарочки есть небольшие. Вон. Чуть-чуть. А мы туда лук и морковку отправим. Ух!
Любое блюдо же надо хорошенько приправить. Копченые папрички и итальянских травочек. Соли надо добавить. Это редкость, когда я готовлю без консервированных томатов или без томатной пасты. Правда, видишь, много порожника. Что показалось, что были не было. Дешевый у вас трофей. А? Трофей, это у вас. Хорошо в лагере. Пацаны Никита с Васей уже поставили палатку. Костян колдует, как всегда, вкуснятину. А мы прошли 14 тысяч шагов. Не знаю, сколько это километров получилось. Ну, километров, наверное, 7. И под конец, что Дима, что я, возвращались по реке, потому что по лесу там такой бурелом начался. Вот. Дима зацепился за корягу, нырнул. Ну, глубина вот такая вот была. А потом у меня нога между камней попала, высоких валунов. Я тоже так занырнул, блин. Со всей камерой, со всеми аккумуляторами. Вот, не знаю, блин, теперь. Надеюсь, на камере файлы сохранились, но камера пока что не пишет больше, не включается. Вот там у меня соль насыпана, крупная. Я вот сушу у костра камеру, не знаю, надеюсь, просохнет и начнет работать. Жалко, материала записано много. Ну а лагерь опять же с навесиком, цивильный. Рядом форельная река. Костян палатку свою подальше поставил, зная, как долго мы сидим. Наша палатка тут, опять же туалет нормальный. И там Игоря палатка. Не знаю, кто-нибудь когда-нибудь показывает, в видосах это не показывает, но здесь на Гауе, в таких, ну, популярных маршрутах, обычно мы любим сплавляться повыше, там немножко более дикие места. Вот. Но в популярных маршрутах встречаются вот такие стоянки с такими туалетами. Крыша у него накрыта щепой. Такой массивный, мощный туалетище. Ступеньки. Пойдемте заглянем внутрь. Ну все цивильно. Круг. Бумага, даже вон книжка есть какая-то. Сканы Манаволодыня. Звучи мой язычок. Детская книжка. Вот аккуратный круг. Вентиляшка. Вонищи нет. В крыше тоже вентиляшка. Классный тубзик. Ну и тут у нас в Латвии сердечки вырезать не принято. Мы вырезаем ромб, либо, да простят меня бриджисты, буби. Ну что, пойдем к пацанам. Вот наши с Димычем шмотки после нашего заплыва в форельной реке сушатся. Пока нас не было, Игорь поймал щуку. С Василием они плавали к камню, который вот там стоит в реке. И... Слушай, хорошая такая щучина, полторашка, наверное, да? Полторашка. 3,5 не меньше. Полторашка. Кнопочку нажми, Вась. Красивая. Слушай, Красиво, издалека на лосося похож. да. Вот, наверное, там тоже такая была, что, наверное, все-таки было щука. Щуку мы эту приготовим на решетке. Ты думаешь, добавить надо, да? Немножечко. Смотри. Чай варить, на всякий случай. У нас уже, наверное, бутылки 4 открытых. Там Ну? бутылки. Там Привет. было. Погладишь? Ну что, наловили? Сапался, а? Ну тогда мы пойдем подловим. Да, вот... Что? На крюк гранату и много поймать.
Костян, что у тебя за макароны на этот раз такие? Ну это шпецли. Что это? Это шпецли, это немецкая паста. А, ничего себе. Это очень классная штука. Ну давай пробуем тогда. Знаешь, похоже на эту картофельную стружку. Это домашняя паста, типа. Как матушка твоя делает. Да? Да, лапшу делает домашнюю матушка. Ой, что ты? А какая она вкусная, да? Вот и это такая же будет. Водички, похоже, еще поставили. Может быть, сейчас. Она даже не погружается туда, да? Да заливай смело. Ну там, Полусупчик сделаем. Бросали. самое то. Последний штрих. Чеддер. Аж чеддер даже. Чеддер. Сырик. Ну, он просто реально вкусный. Что там за мяско, Костяныч? Это латвийский хамон. Сырокопченая шейка карбонат. Да? Подай салатика. Ну что, как макароны? Заходят. Отлично. Если тарелки у кого-то нету, можно арбуз разрезать, мякоть выкинуть. Саня, салатик. Кусты. Сейчас я не могу что-то есть, захотел сегодня. Ну, рыбу не поймал, чтобы поесть. Есть, вот. Придется макароны. Не, ну щуку потом зажарить на решеточке. В принципе, от моста можно начинать рыбачить. Если закинули, и этот маршрут тоже изучить. Только с рюкзаками тяжело по нему перемещаться, слушай. Очень тяжело. Большую часть, когда в воде придется. С рюкзаком намокнуть. Так себе Ну да, история. непредсказуемая. Ты рюкзак там не можешь никак поднять, понимаешь? Там есть ямы, тебе его надо вот так тогда держать. А рюкзак, если 20 Как килограмм... ты вчера удочку. А? Как ты вчера удочку уже. Да. Ловит, вначале по пояс, кидает, потом уже по сиськи, кидает, по плечи, кидает. Я думаю, ну, очень удобно, в принципе, вот так ловить. Нет. Стоя вот так Я ловить, в принципе, показывал. неплохо. И потом оступился, смотрю, он уже поплыл с удочкой. Нет, ну какой оступился? Это я показывал уровни. Начинающий, полумастер Мастер и бог. и бог. Бог это когда уже поплыл. Ну, да, я так и понял. Поплыл еще и нахлостом закидываешь. Ногами там, пальцами ног, причем, чтобы сильно не трястись, вот так вот. Ну. Нахлыст между булок Да. и булки. Не, специально еще надо Дима, для этого 2 месяца не стричь ногти, чтобы Ну да. создавать. Правильно. Чтоб ласты не одевать. Да, чтобы ласты не одевать. Даже Вот ты знаешь. А Ты уже сразу с новичка переходишь на мастера. Ну, сам повар. Ты уже сразу перескочил 2 ступени.
Быстро ты собрался, Дима. А? Быстро собрался, говорю. 2 секунды. Это такая специальная палатка у тебя, да? Да. Она находится в сжатом состоянии все время. Раскладывать еще удобнее, да? Раскладывать точно удобно. Слушай, солнце жарко сегодня. Как и вчера. Вчера было попроще с утра. Часов к 10 можно было в кофточке ходить спокойно. С утра это самое оно, да? Да. Кофеек с утра это самое оно. Хо-хо, какую Саня рыбу приготовил. Вчера еще раз решил поехать. Из вчерашней щуки. О, как хорошо. А пахнет копчененьким. О. Ой, дымком пахнет и перчик сверху. Красота. И самое главное, на копченую мухи не садятся. Никто ж не догадается, спалят. Спалят и забудут. Нам нужно будет? Конечно, нужно. Нет, я имею в виду сейчас. Сейчас-то нет. А? Но здесь только разогревать вот. Ладно, пусть пока тут. О, боже мой. Приготовилась? Или не приготовилась, Костян? Приготовилась полностью. Нежнейшая. Ой, божечки мои. Ой, что это вкусно. Что ты можешь сказать об этом окуне? Бледненький. Он напал как лев. Я отбивался как мог. Бледненький окунечек. А очки где? Он очки отобрал. Да. Видишь, и в синяках весь. Ладно, лагерь оставляем в чистоте. Сейчас Игорь принесет, зальет костер. Съемку веду уже на вторую экшн-камеру, потому что ту, в которой я вчера провалился под воду на форельной реке, перестала она работать. Я ее сушил и у костра, и в мешке с солью. Так что одна экшн-камера осталась. Пишем на нее. Вася уже с Никитой уплыли. Игорь запаковывает нашу лодку. Саня комментирует все происходящее. Димычи сговорились и болтают между собой. Может быть, они задумали заговор? Вселенский заговор. Вселенский еврейский заговор. Или англосакский? Англосакский. Да. Против нас славяне. Славяне. Поехали на рыбалку. Я спиннинг зацепился. За тебя? Но лес потом натягивается. Так у меня вот этот заброшен. Поставлена задача. Да, ну просто здесь красивенькое место, конечно. Взял около самой лодки. Хорошая, да? Ух ты.
Или потом еще... Или зацеп адский, Игорь? Нет, был удар. И потом вымотало туда. Слушай, ну сейчас у тебя что-то не бьет нифига. Да, сейчас не бьет. Опа. Бьет? Ух ты, ух ты, ух ты! Я там далеко очень. Ну ничего, ничего. Траву, сука. Ну вот ничего, ничего ты нервничаешь. Леска крепкая, не боись. Поводок давно. Не спеши, не спеши. О какой. Ух ты, какой жерех. Офигеть. Не боись, не боись, не боись, не боись, не боись. Ух ты, вытягивай туда его. Ой, елки-палки. Ух ты, какая. Стой. Вот это да. Пошла, пошла. Дай ей погулять, пускай она нас лодку от берега. Подожди, подожди. Блин, подсак, Игорь. Подсак ушел. Ну тяни, тяни, не боись. Сейчас возьмем. Так, подожди. За подсаком сплаваем. А ты подсак уже вот это? Да. Или рукой возьмем. А где он? Да вон там, на берег упал. Да, Вась, давай с подсаком сюда. Бляха, тут Не, спиннинг убирай туда выше. куда? У меня там он намотал. Так близко к спиннингу. Сейчас ты мне зарядишь в лоб плесной. Фрикцион чуть-чуть отпусти. Куда ж ты так? Сейчас Вася с подсаком приплывет. Не бери, Игорь. А, ее отпускать будем? Нет, ты чё? За глаза не бери. Ну куда ты такую тушу за глаза? За хребет мощно. Нет, это иди сюда. Ты куда с этим подсаком? Нет, тут за хребет надо. Именно там, где жабры, сильно воткни. Подожди, Никит, убирай подсак. Тот это подсак фуфло. Маленький для такой рыбы. Блин, вы легче-то не приходили. Вася, отплыви чуть-чуть назад. Сейчас сделаю. Стой. За хребет. Мощно. Все, зажми вот так вот. Во, садись на сиденье. Садись. Во. Ну, приподними повыше. А так, ну, бочком. Вот это торпеда. Вот это молодец. Дай 5. Фу. Теперь давай-ка, Игорь, ее в ведро и поплыли за подсаком, пока дождь не начался. Ну, вот так бывает. Один день ничего, а второй день какого-нибудь трофейчика можно взять. Хорошую, Игорь, взял щуку сейчас. Так, поборолись. Сколько, наверное, минуты 3 ты ее там колбасил, может больше. И в траву уводила, и чего только не было. В итоге руками пришлось взять, потому что подсак немножко маловат для такой щуки. Как думаете, сколько килограмм? Нет весов с собой. Ну, доплыли сейчас до очередного утеса. Будем пробовать здесь ловить в коряжнике. Здесь такой тенек. Может быть и продолжится наши поклевочки. Хотелось бы, по крайней мере. Как закрутило тут. Место неплохое. Нет, надо было дальше отходить.
Ну или здесь вот стоят. Здесь будет. Опа. Что-то шепнуло. Будешь стоять? Да не. Уже всех обловил. Ну слушай. Ну слушай, красавица. Чуть-чуть голову вверх, хвост вниз. О, ой, какая шикарная. И такая яркая, пятнистая. Да? Есть. Блин. Щука. Ну, это отпускаем, да? Да. А? Да. Хорошенькая такая. Неплохая. Уже за 50. Осторожно. Дай-ка, Игорь, экстрактор. Подожди. Чтобы берег не наткнулись. Держи. Сейчас. Можешь под сак положить и оттуда выпустим. Если хочешь. Не. Кто хочет. Немножко пободрее сегодня идут делишки наши. Поклевывает. Нет-нет, да поклевывает. Щучка. В тенечке. В тенечке. Именно в тенечке. Где-то выходит жерех. Вот. Вчера вообще река была спокойная. Рыба вообще не уходила. Только под вечер Игорь поймал и все. Ну и на форельной реке, конечно, форель. Как сумасшедшая, но размер невелик. Продолжаем ловить. Пацаны сегодня сзади остались, мы вперед вышли. И вот на тенистом берегу, в таких вот завихрушечках, где спокойная вода, ничего, вот именно где течение встречается со спокойной водой, в завихреньках в этих, вот за такими бревнышками щучка и держится. Держи. Щука. Я же говорил, Около самого дома. Опа, пошла. Пошла. Ориентация потеряла. Взяла, вот видите, там наверху хутор. Здесь у них шланг и насос. И видно, насос сосет и образуется какая-то ямка. И вот она в этой ямке и стояла. На камень не сяду? Ну, не знаю. Какие коры. Люблю такие места. Так, щуку выпутавши, кишки оставить, да. И съел бы.
хищник, да? Жестокий, ходит, высматривает. Голавлик. Ты, боже ты мой. Ну такой в этот, такой мастер. Знаешь, как ударил? А, пошел. Красавец, Ударил хорошо. красавец. Ай, не получилось. Что, заброс не вышел? Надо сзади. Осторожно. Под этим кустом обязательно стоит рыба. Вот так. Вон там под перекатиком. Я хотел выше куста и потом тянуть. По кустам протягивать. Сейчас сделаем. А можно и за кустом. Пермячок. Но места вообще жирные. Жирный, да. Ах ты, елки зеленые. А здесь смотри какой куст. Есть? Нет. Опа! Мост, да. Бля. Сейчас я свою вытащу. Санька, крути быстрее. Щас. Нас далеко унесет, и против такого течения это будет жопа. Ну вот, на этом маршруте нам попадаются только такие вот обустроенные красивые лагеря. Здесь можно даже без кресел, потому что есть вот такие бревна, на которых можно сидеть. И пенек. Его поставить будет столик. Поворотный подвес для казана. Поворотная решетка. Опять же навесик. И когда кушаете за столом, можно смотреть на реку. А река здесь красивая. Там вдали перекат, а на перекате периодически бьет жерех. Поднимается ветерок, поэтому надо быстренько поставить шатер на всякий случай. Вдруг будет дождь, потому что небо начинает местами затягивать. Ну и поставить палатки до дождя успеть. Так что не теряем ни минуты. Вася жерешище. Просто. Ну хороший, полторашка. Отличный жерешище. А вы подрихтовал?
Красавец, отличный жерех. Пойдет на копчуку сегодня. Думаю, дай-ка брошу на перекате. Обычно жереха не берем, но я вас тебя понимаю. Это твой первый жерех, и ты не мог его не показать, да? Я не мог его оставить там. Да. Быстросборная палатка и быстроразборная. Ну, скажем так, быстро разборная. Быстроразборная и если на опыте, то быстросборная. Да. Это первый день раз ты был минут долгий. 20 собирал. 2 вентиляционных отверстия здесь, одно сзади. Ну вы с Викой вдвоем нормально с ней, да? Второй раз только используется палатка. А, так ты ее вообще еще не использовал? Я не использовал. А, поэтому ты так долго собирал Да. первый раз? «70? 5? 84. Да ты что? Да. Ну 83, ладно. Посмотрите. 83. Здесь. Здесь есть вот. Хорошая, слушай, щучка. Но длинная, прогонистая. Вась, будешь своего жереха мерить? А он уже покоцанный. Ну пойдем посмотрим. Конечно, конечно буду. Игорь уже все сделал для того, чтобы мне его померить. А тут он уже лего сделал из него. Пазл. Ага. Ну что, Не, ну хороший жерех. голова. Голову отдельно меряй, потом сосчитаем. 12. Что? Все нормально. 12. Василий, ну Вон. 12. 12. Здесь Здесь 33 почти. 30. Нарез пошло. И хвост. Вот отсюда такой. Это уже сколько? 13,45, правильно? Плюс нарез 3 миллиметра. И здесь 13. 45, 58. Ну и нарез. Ну да, 58. Я тебе говорил, 58. сойдемся на 58. Солидно, слушай, солидно. Ну, Василий доволен своим первым жерехом. Вовремя мы, конечно, сюда все-таки причалили и успели поставить лагерь. Поднялся такой ветрюга. Видите, как колбасит сосны и елки. Ветер солидный, но очень теплый, приятный. Но сейчас нам уже ничего не страшно, так как шатер стоит. Ну у тебя глазомер хороший тогда. А то. Ни в какую, Игорь, не соглашается, говорю. С размером твоим? Да я говорю, может все-таки щуку твою запишем 84, а жереха 60. Он повернулся, посмотрел, я говорю, По-стройбановски. он посмотрел на меня, я говорю, ну 58, так 58. Ну помнишь мою ту в коряжнике, она била в Нет, коряге? ну мне здесь повезло, что она и от берега отошли, и на якоре не Ну и стояли. крепко села за язык. Она глубже взяла. Да. Она потому что, ну, кровь была. Моя, Она- помнишь, в лодке отцепилась в садке. Да. Они крупные глубоко заглатывают, а потом они как-то с жабр умеют стрясать, Ну как бы да, отплевывают. отплевывают её. Но здесь глубины не было большой, и поэтому она не могла все свои щучьи хитрости. И коряк не было, что Да. хорошо. Потому что это тяжело было. Она, видишь, прогонистая, на течение Очень, жила. очень, очень сильно. Так вот она. Я, честно говоря, сначала думал жерех. Я тоже как-то потому что очень сильный удар. Он получился как бы, наверное, чуть навстречу. А надо было хлеба покупать. А хлеб до хлебного магазина там маневрировать, чтобы не бегать, не гонять. А ты ее разрежь там пополам? Ну что, будем солить твоего, Вася, трофея сегодня? Василий, Да. ты можешь как-то прокомментировать это? Я часть на речке штаны стирал. Ага. Слушай, жереха мы твоего закоптим в казане с утра, да? Сейчас засолим. Да, ему надо просолиться. Засолим, да, подтухнет немножко и нормально. Не выкинем. Какой стол, такой стул. Хребет ему просолим нормально.
Ну все, до утра пускай солится. Утром в казанчике его закоптим целиком. А, надо еще 2 разреза сделать, чтобы просолился. Слушай, какая крепкая, Никит. Я подумал, Мне надо, чтобы все влезло. Будет уха. Ой, хочу, да, бульона поесть. Нормально. Посолю, крышкой закрою, будет жир. Ел когда-нибудь, Никит? С пастернаком? Нет. А, вот. С пастернаком. Корень пастернака. Такая уха становится, знаешь, как будто бы с картошкой, ну, по вкусу, но без картошки. Я не люблю картошку, морковку в ухе, мне бульон нравится. А это вот дает такой овощной типа навар. Очень круто. Обман вкуса, грубо говоря. Вкусовые галлюцинации. Ну супер. Костяныч, ну как тебе эта посудина? Эта посудина отличная, Саня. Шикарная, очень удобная. В общем, ребят, маленькая реклама. Фирма, в которой мы берем лодки, когда сплавляемся по рекам, для нас сделала такую лодку. Это большая рафтовая лодка, 8-местная. У нее здесь крепятся вот на таких ремнях надувные подушки. Люди сидят на подушках и сплавляются на лодке 8 человек. Там может сидеть командир, который командует влево, вправо, вперед, назад. На этой лодке не было уключено, это рафтовая лодка. Но вот хозяин фирмы Мучас, которая сдает нам эти лодки, приклеил уключено, и теперь это такой корабль. По нашей просьбе приклеил. По нашей просьбе, да. Что Костян парень габаритный, тяжелый, и в этой лодке он чувствует себя комфортно. И решение, кстати, с этими фанеринами, Кость, очень удачное, да? Ну, широкая, большая доска. Хорошо, что у меня кусок фанеры в гараже валялся. Ну. Лодка огромная, баллоны 60 сантиметров, надувное дно, очень много места. Мой рост 1,82 м. В принципе, вот, можно загорать, да? По большому счету, если бы стояла задача весь наш лагерь перевести, можно было перевести на этой лодке. Легко. Легко. Причем знаешь, какая удивительная штука? Вот зеленые лодки, у них борт уже, Да. и мне в нее залазить почему-то труднее, а в эту легче залазить. Ну она потому что очень устойчивая, она Да, вообще не да, прогибается. очень устойчивая. И в принципе сиденье можно поставить ближе, это то, и тут просто колоссальное количество Да. места. Грузоподъемность у лодки тонна. Спасибо, короче, Гунтесу. Лодка огнище. Да и вытянуть ее на берег тоже не проблема, она 40 килограмм всего лишь весит. Так что обращайтесь в компанию Muchas Laivas, телефончик и название компании на борту, а также по ссылке в описании. Она очень ходкая, очень ловкая на ход. Она, на которой Костя, она двухсторонняя. Да, Ты хочешь вперед двухсторонняя, греби, да. хочешь назад. В любую сторону она одинаково легко идет. У тебя, Игорь, безотходное производство. Ну, я не люблю, когда остается Правильно. что-то. Можно меньше сделать? Сань? Можно, делай. Я мог попробовать тут спустить. Хорошо. Юха. Очень вкусно. Что тут? Огурчики, помидорчики, зелень, латвийский хамон, куриные сосисочки. Спасибо кековской фабрике. И остатки апельсинов, черный хлеб, сухари.
Ну а щуку сейчас ты во фритюре зажаришь, да? Да, Красавчик. во фритюре и в казане. Да не, хватит. Ну, может, хватит. Ты хочешь предпрогрев сделать? Да пребудет с вами масло. Это так мог бы сказать Бендер из Футурамы, да? Нет, это так могу сказать Оби-Ван Кеноби. Ага. Ты решил прямо у воды? Да. На обрывчике? Да. Здрасте. Да квас не так надо, вот так здрасте говорить. Потом я депутатом не стану. Мне тоже не светит, Вадь, поверь. Потом Я с этим не станешь. смирился уже давно. Сейчас полотенце открыл, там нет трусов. Что же он делал? Столько компроматов. Еще один ложек. Классно, что мы на оборудованных стоянках. Да, ты знаешь, в этот раз неплохо. В эту жару мучиться было бы там в лесу с оводами. А представляешь, мы бы на поляне с травой бы высадились? Ага. У меня было такое в жизни. У меня тоже было. Блин, какая она сочная. И на салфеточку. Костяныч, полностью готово. Идеально. Пересолено, я надеюсь? Нет, идеально. Просто вообще у тебя получилось. Языка сорвал. Это я хотел сказать. Ну что, Костик? Ну, свежая щука. Что может быть лучше? Ну, горячо, вкусно. А Игорь, ты пробовал? Не знаю, надо предложить. А он что, спать пошел? Игорь, Щуки? иди щуку поешь. Съел, да? Он пробовал первую партию. А, точно. Кусочек съел. Хвалил. Как они это узнавали? Петровск. Ну там посмотрели. Блин, Костян, молодец. Молодец, да? Умеет выбирать арбуз. И он его 3 дня в лодке катать. Он не просто катал, Вася. Я с ним разговаривал. А ты гладил его по головке? Только когда спать ложил. А утром, когда ты просыпался, арбуз просыпался с тобой? Да. Конечно, или ты в нем, или он в тебе. Как вы просыпались? Он просыпался под ласковое Скажем «Доброе так, утро, Костян, ты Константин». его за эти 3 дня высидел. У нас не принято давать арбузовая беда. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так. И его костер завьется до небес. Еще не все довершено. Еще не все решено. Еще не все погасли краски дня. Еще не жаль огня. Любовь хранит меня. Ходить надо? Какие удивительные ночи. Только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь после ночи? Одинок. Что же ты гуляешь после
одинокий, одинокий. С конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды крупнее и добрее. Мама, мама, это я дежурю, и я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, и я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминай все, что было. Стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла. Знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла. Знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу. Стали звезды и крупнее, и добрее. Мама, мама, просто я дежурю, и я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный и по апрелю. Обучаю игре на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Саша крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. С нами дама во льдах колесит, Нью Игарка, мадам, Лос Дудинка, иностранный поселок Тиксин. Я кремень, я кремень, я кремень! Я целый месяц не застегивал ремень, я кремень, я кремень! Что-то заняло большое пространство внутри штанов, что-то заняло большое пространство внутри штанов, что-то заняло большое пространство внутри штанов. Помогите мне! Что-то заняло большое пространство внутри штанов, что-то заняло большое пространство внутри штанов, что-то заняло большое пространство внутри штанов. Помогите мне! Ой, мама! Мама была права. Я в 6 часов поднял, чтобы пойти к врачу. Не хочу, я чувствовал, что не хочу сдаваться сам и сдавать мочу, но надо. И я пошел, голова в пол, грудь в листах, вах, крест на брюхе, ухи, ухи не болело, а в других местах трах-тарарах, если б так, каждый день, на 2 пары недель, да не меняя постель, не разгибая колень, от этого бы сдох мокрорылый олень. Я кремень, я кремень, я кремень, я кремень, я кремень, я кремень. Я целый месяц не застегивал ремень, не кремень, не кремень. Зачем я покупал сахар, если сахар никто не ест? Кофе все пьют без сахара, чай без сахара. Спасибо. Освежающий, бодрящий кофеек. Красота. Если не ошибаюсь, мне кажется, я в первый раз так долго на природе. Да? С 3 ночевками. Обычно одна. Ну и как тебе? Мне хорошо. Я не так, знаешь, есть такие люди, которые прям городские, прям не выносят. Даже вот там пару часов уже тяжело. Одну ложку? Да, половинку этой. Вот. А мне как бы и там хорошо. Везде, я считаю, есть свои плюсы. У меня были моменты на 2, на 3 недели выезжали вот так с палатками, со всеми пирогами, с холодильниками, с генераторами на берег Волги, туда, ближе к Астрахани, на Южную Волгу, на Нижнюю. И с детьми рыбу ловили, рыбой питались. А что там только не было. В Калмыкии красиво. Ну как красиво так. Степь все-таки, ну. Там арбузы, там барашки у калмыков. Можно купить барашка. Надоела тебе рыба. Барашка купил. Плов такой зафигачил.
а потом возвращаешься как уже во что-то неродное. Да. Когда приезжаешь домой, думаешь, господи, что ж такое все уродливое это в городах. Здесь такая гармония. Что это за щепки, Костя? Это ольха. Ольха? Ага. Я дома для копчения использую. Вот так положу. Ну, как-то надо положить, да. Что-то там орешки даже на листиках. Огонь, Костя. Огонь. Угу. Просолилось хорошо. Ну, все идеально. Такая же копченая. А что за рыба это? Туда. Копченый он неплохой, да, Костя? Угу. Опытный человек. Ну, все довольны. Усталые и довольны. Замученные. Направо-налево, куда едем? Наверное, Слушай, может быть, сюда едем все-таки. Объезжаем Рижскую пробку. Опа, смотри, какой булыжник. Лучше давай едем по той. Давай едем по той. Да.